Приветствую вас, дамы и господа, с вами Дон Стрэнджер, и это прохождение Resident Evil 3, часть 5. Опять пройденные испытания мне понадавали. Погнали продолжать. Загрузить. Карлос. Итак, в прошлый раз... Ага, здесь даже написано. Все было готово к тому, чтобы уехать из города, но безжалостное существо появилось снова. Во время его нападения поезд сошел с рельсов, когда Джилл находилась внутри. Однако Карлоса там не было. Его отправили исследовать городской полицейский участок, хотя, по всей видимости, никакой полиции, которая могла бы его встретить, там не осталось. И да, в прошлый раз мы добрались до этого второго сейфрума. И опять полицейский участок. Будем разбираться, будем читать. Кстати, насчет почитать. Тут есть лут. Соберем сначала все вещи. Патрон для штурмовой винтовки. Красная трава. Это хорошо. 2 красных травы. Не соединить вместе. Так, прицел штурмовой винтовки. Объединить. Что он теперь делает? Благодаря малой длине не снижает мобильность даже в городе. Так, а можно изучить? Да, и можно покрутить ямочку. Класс. Так, добавляет прицел просто. Прицел, штурмовая винтовка. И все, просто прицел. Ну, М4А1. 5,56 патрон. Вроде бы так она должна называться, а не какая-то SQBR. Фиг знает. Я не особо знаток оружия. Так, что изменилось? Оу, добавился прицел. Ну, так намного удобней. Да, определенно. Что касаемо пистолета, есть патрончики. Так, записки всякие. А где? Здесь, правильно? Здесь должны быть файлы. Вот. По-моему, вот это я не прочитал. Сказал в следующий раз. В следующий раз пришел. Так. Имя Родни Грей. Можно даже так. Род занятий. Безработный, бывший электрик. Подозревается в незаконном изготовлении или хранении взрывчатых веществ. Детали инцидента 18 сентября 1998 года. Подозреваемый вел подозрительную деятельность по адресу Бокс-стрит 1442. При обыске в его внутреннем кармане обнаружено взрывчатое вещество и детонатор, что повлекло за собой арест по вышеуказанным обвинениям. При обыске дома подозреваемого обнаружены еще 20 самодельных гранат разной степени завершенности. Подозреваемый был крайне возбужден и не мыслил здраво. В начале допроса он произнес лихорадочную речь, и в какой-то момент допрос пришлось приостановить из-за внезапного приступа крика у подозреваемого. Когда допрос продолжился, подозреваемый произнес следующее заявление. «Я не для себя это сделал, а для вас. Почему никто никак не поймет? Трупы нападают на теней. Из теней». Вот это да. Надвигается буря, но под городской крышей не укрыться. Надо взорвать ее, иначе она не просто промокнет. Надо больше бомб. Они придут скоро. Надо торопиться. Жгите трупы, жгите дотла. В ходе допроса подозреваемого начало яростно трясти, после чего случился еще один приступ крика. Допрос был прекращен, а подозреваемому дано успокоительное примечание. В связи с нестабильным психическим состоянием подозреваемого, его показания постоянно менялись. Этот делириум исключил возможность любого диалога. В данный момент мы ожидаем заключения врача по поводу его состояния. Взрывчатые вещества, изъятые при обыске подозреваемого и его дома,
может, из его дома, оказались крайне мощными. При описи вещественных доказательств в качестве меры предосторожности из одного детонатора была извлечена батарейка. Батарейку поместили в хранилище. Вау, это та самая батарейка. Тот самый детонатор, когда ты вроде на 3-м этаже взрываешь, и там потом появляется лизун. Вроде бы так. Допрос произвел офицер УС Дракер. Не знаю такого. Так, что у нас тут? 9.15.7. А я, по-моему, в прошлый раз 9.13.7 набрал. 22 сентября 1998 года. Записка о перемещении офисных принадлежностей. Термостойкий сейф с комбинацией из 3 цифр перемещен из офиса Stars с 2-го этажа в западный офис 1-го этажа. Комбинация 9.15.7. Измените ее сразу после получения записи. Отдел снабжения полицейского управления Ракун-Сити. Так, это что получается? Пароль тот же самый. Получается, эти события до Леона и Клэр, но я сейчас пойду открою сейф. Если бы эти твари дохли от фотоспышек... Не успел прочитать. Ладно. Кто не успел прочитать, поставьте на паузу. Атмосферненько. Раньше была фишка, по-моему... в какой части? В 1-й или во 2-й? Наверное, во 2-й также была части, что нужно было пленку проявить. И чтобы ее проявить, нужно было выключать свет. Вроде бы так. Может, ошибаюсь, уже не помню. Так, что по зеленым лечебкам? Тут вообще пусто. Ладно. Все таскаем с собой. Пойдем посмотрим, будет ли там расширение инвентаря. Действуем крайне осторожно. Как так? Три выстрела и все мимо. Да Барри. А, у меня есть ножик. Ну ладно. Так, ну он вроде труп. И вот она, фигня по сравнению с вторым резиком. У зомби нет физики. То есть сейчас бы они бы реагировали, и еще можно было конечности отрубать. Что выглядело весьма круто. Почему в 3-й части от этого решили избавиться, не понимаю. Ладно, идем тихо. Где-то тут вроде как должен обитать лизун. Так, я привык, что Джилл может уворачиваться. Ну, плюс, конечно, что ножик не докатились в копов. Что? Стреляем? Стреляем в копов? Я так понимаю, прикол тут в том, что ни одна дверь не будет открыта, которая ключом закрывается, со всякими значками. Здрасте. Так, давай-ка ты пойдешь сюда, а я тебя просто обойду. Welcome, Леон. Ага, добро пожаловать, Леон. Похоже, первый день выдался на славу. Прикольно, что он дает комментарии по всему, по всяким надписям, которые тут есть. Так, убьем его на всякий случай. Ну, ты что такой живучий кошмар? Офигеть.
Либо убрали урон ножу, либо добавили на хардкоре куча хп зомбям. Офигеть. Вот именно. Так, 9.15.7. Такой же пароль был и во втором резике. И здесь лежал дополнительный инвентарь. 2 ячейки. Что будет сейчас? Дополнительный инвентарь. Сойдет. Так, я ничего нигде не пропустил больше, да? Да, эти двери вообще никак не обозначаются, то есть в них вообще нельзя будет никак пройти. Еще в третьей части в оригинале в полицейский участок мы попадаем довольно быстро и за Джилл. И как раз таки вот на этой лестнице происходит битва с тираном. Вторая вроде битва. Фу, Немезис. Так, а тут должен быть зомбарь. Ха, его нет. Карлос, офис Старс впереди. Понял. Так, ну офис Старс туда. Вроде как. Ну да. Просто схожу сюда, потому что где-то здесь была лечебка. Когда-то. Вот здесь лежала красная лечебка во второй части. Что у нас тут? Опять замок. С душевой все в порядке. О, лечебка. Забираем лечебку, лечимся. Фух. Опачки. Ха-ха, стена. И там С4. Ха. Прикол. Получается, С4... точнее, стенку здесь взорвут. А я думал почему-то, что типа в третьей части здесь будет Немезис гнаться за Джилл. Что было бы намного интересней. Ну, здесь кап. Такой же пароль. Тем более мы прошли. Там дощечка была или как-то... наверное, С4 взорвется, и поэтому здесь все начнет шипеть и так далее. Устройство. Ладно. Похоже, придется сделать бабах. Так, изучить. И да, у него нет батарейки. Детонатор без батарейки. Ну, опять то же самое. Где-то нужно искать батарейку. Здесь что-то есть. Записка другу. Гектор, если ты это читаешь, значит меня уже нет в живых. Если услышишь любые звуки из шкафчика, не открывай его, пожалуйста. Пока ты патрулировал, я подумал, как нам выбраться на ту сторону, и понял, что лучший вариант пробить проход взрывчаткой. Мне удалось собрать неплохую бомбу, но у нас нет батареек для детонатора. А ведь они тут точно где-то лежали, но их, видимо, отнесли в комнату хранения на прошлой неделе во время уборки. Если мы хотим пробить стенку, ну, без батареек не обойтись. Так что я пошел наверх за тобой, раз у тебя был ключ от комнаты хранения. Понятно, на третьем этаже сейчас будет труп или зомбарь с ключом от комнаты хранения, где нужно кнопки включать. Сразу на выходе из душевой на меня напали. Один из них сумел укусить. Я как смог промыл рану, но чувствую себя все хуже и хуже. Надеюсь, тебе не надо разъяснять, почему нельзя открывать шкафчик. А за меня не волнуйся, просто выбирайся отсюда как можно быстрее, твой друг Уэс. По скрипту, не переживай насчет тех 600 баксов, что я тебе одолжил. Считай это подарком на переезд. Удачи, приятель. И что? У меня появилась возможность открыть этот ящик.
Во второй части здесь открываешь ящик, и оттуда вываливается просто труп. Посмотрим, что они сделали в этой части. Лучше не надо. Понятно, это сюрприз для Леона. Либо Клэр. Так, третий этаж. И главным боссом тут будет Лизун, походу. Хотя... Так, идем тихо. Ну, кто-то тут есть. Опа. Ключ. Здравствуй, ключ. Интересно. Здравствуй. Уэс? Уэс. Ладно. Опа. Фига. Стенка целая. Вот это да. Вот тебе и на. Походу урон приходится на точку. Потому что был размашистый удар, урон пришелся в стенку, а дальше урона не было. Вот как они ограничили типа 60 FPS, 30, скорее всего так. Так, возьму на всякий случай автомат и посмотрим, что здесь. Тот же тут пароль, как и во втором разике. По-моему... Да. ДЦМ. И 20 патронов для автомата. Ну что, будешь вставать на этот раз? Нет. Что? Стоп. Он здесь лежал? Не, реально, он тут лежал? Вот это поворот. Нет, 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 нет. И тот второй встал? Нет. Вот это я сама внимательность. Не увидел зомбаря. Ха, под ногами. Так. У меня есть ключ от хранилища. Идем вниз. Кстати, должны зомбари биться в окна. И это окно должно быть... Хотя нет. Где же Лизун? Ну, Лизун! Здравствуйте, Лизун. Что мне с вами делать? Если я начну вот так вот ему тупо стрелять в лоб, он просто прыгнет и долбанет меня 100%. Нож, по-моему, не так эффективен сейчас. Ну, он меня не видит. Это плюс. Ага, зараза. Да, выглядит довольно жутко. Так, главное, чтобы меня никто тут в спину не укусил. Сказал я. Иди отсюда. Так, Лизун. Эй. Эй, подлиза. Ушел. Раньше во второй части... Ну, раньше. Просто во втором ремейке... О! Где он? Не понял. Ладно, ушел так ушел. Ключ открыть. Отлично. Так, и этот ключ больше не нужен. Выбросить его. Как раз здесь. Так, и где Лизун будет? Ага, вон он сидит. Пусть себе сидит. Да, тут в хранилище кто-то обитает. Воу-воу-воу-воу-воу. Надеюсь, ты тут один. Да, чтоб тебя. Живучий.
Да ну, не лезь на меня. Спрашивается, зачем я нажимаю эту кнопку? Если я все равно не откидываю врагов. Так, патроны. Понятно. 106. О, лечебка. Хорошо. А здесь должен быть дробовик, либо гранатомет, в зависимости от прохождения. Но их тут нет. Музыка жутко не исчезает. Так, 206. А, у меня нету кнопок. Ладно. 104, вот батарейка. Сойдет. 104 явно не было во втором резике. Тут есть патрончики. Ну-ка, изучить. Та же самая батарейка. Вроде бы да. Объединить. Ура, детонатор готов. Так, 106 намекают и 109 с гранатой. Намекают на то, что у меня появятся циферки. А, погоди. 106. Чего тупим, как говорится. 109. Ну вот, норм. Да, музыка, прекрати. Я знаю, кто такие лизуны. Иди к папочке. Я знаю, кто такие лизуны. И я знаю, что они реагируют на звуки. Опа. Это интересно. Ха, шкафчик на 3-м этаже. ДСМ. Для кого это сделано? Мало того, что они оставили те же самые пароли. Так, он что, переместился? Эй, лизун. Нет, он там. Так, ну, если сейчас не появятся новые зомбари, а их тут нет, то все в порядке. Ага, понятно. Ой. Смотри, 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 смотри. О, опачки. Понятно. Сейф-рум. Пусть там ходит себе спокойно. А мы здесь походим. О, у меня неплохо так патронов собралось. Лечебка, граната, лечебка, еще одна. Отлично. Так, ну раз такое дело, сохранимся. Так, дружище. Как мне бы с тобой разобраться? Как-то так. А лизуну пофигу. Эта жуткая музыка уйдет? Так, окей. Мне интересно, лизун тут будет по этажам прыгать? Я бы так сделал бы. Для неожиданности. Во второй части он так не умел. Что за звук? Угу. Карлос, у меня тут затык с терминалом. Понял тебя. Пора идти. Что? Ага, и теперь я назад не попаду, потому что там пар. А вы кто? Сколько вас там?
Ребята, сколько вас там? Да кинь ее. И полечись. Проходим по одному. Возьмите номерок. На. Лежать. Лизун. Так. Быстрей в комнату. Заходи. Фу. Доктор Барт. О, слава богу. Знаете, сколько я пытался с кем-нибудь связаться? Не волнуйтесь, мы вас вытащим, просто скажите, где вы. Я застрял в чертовой больнице, отродье окружает со всех сторон. Слушайте, просто пришлите Старс, они поймут, что надо делать. Не пойдет, полицейский участок тоже не эти твари. Тогда придумайте что-нибудь. Амбрелла рехнулась, они убивают всех. Только я знаю, как изготовить вакцину, которая остановит зомби. Так что можете сидеть там и... Либо отправить сюда кого-нибудь, кто меня вытащит. Ну еще бы. Ты слышал, что он сказал? Мы не можем сдать его компании. Попробуй на компьютере определить местонахождение доктора. Окей. На это потребуется время. Поищи вокруг, может, найдешь что-нибудь. Тут определенно комната как-то темнее стала. Прикол. Так, 3 часа 30 минут уже играю, оказывается, со всех этих стримов. Так, лечебка. У меня столько лечебных спреев уже собралось. Фига. Когда я успел? Так, это поставим на быстрый доступ вправо, раз нету флешек больше. О, нормально. Тут сундук. Не нужно, надеюсь. Флешки. Хотя флешки местами и полезны. Ладно, поставлю обратно. У меня нет патронов для пистолета, так что... Сделаем так. И сделаем так. Хотя, скорее всего... О, нормально. Тут открыто. Вот это да. Интересно. Патроны. Отлично. Я не перезарядился. Ладно. Этот компьютер не работает. Так, а офис Вескера? Здесь что-нибудь есть? Отчет об инциденте в особняке. Ух ты, секретно. Вроде бы секретно. Rejected. Так, этот странный инцидент произошел в особняке, расположенном в горах Арклей и принадлежавшем Umbrella Corporation. 23 июля отряд Старс Браво был отправлен в горы Арклей для расследования серии загадочных кровавых убийств. Внезапно связь с ними прервалась. 24 июля туда же направился отряд Альфа, и его члены оказались вовлечены в события, произошедшие в особняке поблизости. По итогам инцидента особняк был разрушен, есть немало погибших. Единственным выжившим оказались 5 членов Старс. Причиной инцидента послужили нелегальные эксперименты по созданию биологического оружия в секретной лаборатории Umbrella под особняком. Использованный в ходе опытов T-вирус вырвался на поверхность и считается главной причиной последующих событий. Однако все доказательства были уничтожены вместе с особняком, поэтому дальнейшее расследование столкнулось со значительными трудностями. И чё, Карлос? Чё ничего не комментируем? Фотка, Старс. Это Джилл в первом ряду.
Да-да, это Джилл. Те самые актеры с первого. Или все-таки, ну, вроде актеры с оригинальной игры. В берете. Больше тут ничего нету? Нет, есть. Красная трава. Походу, эта красная трава и мне не пригодится. Ну ладно, возьму. Если есть где-то красная трава, значит где-то есть и зеленая трава. Опа. Патрон для штурмовой винтовки 20 штук я пропустил. Ладно, ну там было не до патронов. А какая у нас миссия дальше-то? Алло. Найдите доктора, доберитесь до офиса Старс, доберитесь до больницы. Что? Чувак, я все обыскал. Ну ладно. Бегом в больницу. Так, а как он прошел? Там лизуны, там зомбари. Я никого не убивал. А. Да, что, как дела? Сошел с рельс? Кто-нибудь пострадал? Джилл? А, черт. Погоди, что? Джилл, Джилл, что случилось? Джилл, отвечай. Ти, мне нужно идти. Делай, что нужно. Я позабочусь о Барде. 29 сентября, 4:43, офис Старс. То есть продолжаем? Или сейчас опять буду за Джилл играть? Я только к нему привык. А там уже даже не помню, что у Джилл в инвентаре. Посмотрим. За несколько минут до этого. Тоннель метро. Найдите путь на поверхность. Неужели только мне удалось выжить? Да. Кошмар. Гермодверь. Джилл. Музычка. Закрой эту дверь. Так, отлично. Ага, по инвентарю. Угу. Гранаты направо. Ножичек просто в инвентаре лежит. Ага. Окей. Вспоминаем. И всего лишь одна лечебка. Нужно ее беречь. Карлос? Отвечай. Карлос? О, черт, кажется, я вне зоны действия рации, короче. Артиллерийские мины. Что? Боеприпасы для гранатомета. Снаряд летит на собственной тяге и взрывается либо через некоторое время, либо от близости к цели. Так, если переключить... Алло, Джилл, там 2 патрона. Почему ты заряжаешь все 6? Ох уж эти мелкие недоработки в 3-м резике. Во 2-м такого не было. У меня тут куча лечебок, оказывается. Угу. Нет патронов для пистолета, однако. Так, высококачественный порох. Можно также сделать патрон для револьвера. То есть я могу сделать патрон для револьвера, которого у меня нет. Куча взрывчатки. По-моему, я нормально иду. Мне это пока ничего не нужно. Но раз дали такую возможность, сохранимся. Сохранюсь сюда.
Канализация была, теперь тоннели метро. Угу. И как минимум 4 зомбарей. Так, давай-ка проверим эти мины. Понял. Понял. Неплохо их откинуло. Причем как-то так странно, без какой-либо, без какого-либо суперэффекта. Просто откинула и все. Да. Что здесь за койки такие? Угу, вижу. Впервые увидел его. Ну вот, представляю, ты работник метро, и тебе надо отдохнуть. И ты будешь вот в таких вот катакомбах отдыхать? Нет. Что это? Блин, какой-то тюрьма какая-то. Бред какой-то. Ну, здесь необычные метрополитены. Амбрелловские. Весь город Амбрелле принадлежит. Здрасте. Так, походу мне со взрывчаткой. Кто-то выжил. Лови в лоб. Или в зубы. Окей. Так, ну, пока не появился Немезис. Какие-то они хиленькие. Специально, что ли, чтобы я потестил взрывчатку? Какой-то генератор. Или бойлер. Ну. Так, дай угадаю. Наверху будет Немезида и начнется опять экшон. Эта тварь еще жива. Здесь нельзя оставаться. Офигеть. Спаситесь от существа. Я хочу обратно. Вау. Какая классная локация. На удивление. О, это башня с часами. Она была в оригинале. Походу, мне надо будет туда попасть. Вау. Так. Интересно, где сейчас эта тварь появится. Тварь. Немезис. Так спокойно, тихо. Прям какие-то французские переулки. Ага, тут где-то есть лут. Где-то есть какие-то вещи. Ого. Поезд. Мосты, поезд. По-моему, выглядит так, как будто там еще локация, где можно побывать. Выглядит клево. Наконец, что-то такое оригинальное, похожее реально на город, а не просто какая-то улочка непонятная в начале. О, патрончики. Спасибо. И да, я пересмотрел предыдущую часть. Я там все-таки забыл лут, но я его не смог бы взять, потому что его, походу, выронил Немезис, когда я взорвал еще бочку. Это было давно. Когда там пробегал, убегал от него. Так, брошюра по часовой башне. Часовая башня СВ Михаила. Понятно, святого типа. Часовая башня Михаила. Здание в стиле барокко. В самом сердце Ракун-Сити. Оно стало любимой достопримечательностью, а жители называют его символом города. Церковь Святого Михаила возвела башню в 1908 году при содействии нескольких благодетелей. Ее посвятили детям, рожденным в стремительно растущем городе. И долгие годы на первом этаже располагалась начальная школа. С развитием электрической индустрии в начале 20 века город перешел на новый этап развития. И учебный корпус школы Святого Михаила вмещал уже более 600 учеников. К сожалению, школу Михаила закрыли в
1978 году, когда здание начало ветшать. Часы отключили, а вход на территорию башни и в ее окрестности строго ограничили. Много лет никогда популярный памятник и любимая народом площадь были недоступны, но в 90-х годах Umbrella Corporation и мэр Майкл Уоррен провели реставрацию, приняли меры для сохранения памятника и вновь открыли его для посещений. В 1993 году состоялось официальное новое открытие часовой башни, и низкий, глубокий звон колоколов вновь разнесся над Ракун-Сити. Прям таки брошюрка перед тем, как перед событиями в этой башне. Так, ну, надеюсь, сейчас здесь еще что-то есть где-то. Огромная такая локация, где наверняка сейчас придется убегать от Немезис. О, лечебка. Сойдет. Темно. А где я, учитывая карту? Сомневаюсь, что... Ладно. Там офисы какие-то виднеются. Там высотки. Там высотки. Поезд метро. Непонятно. Где-то далеко от полицейского участка. Я что-то слышу. И не только слышу, но и вижу. Надо было... Так, сделаю-ка я вот так. Для быстрого доступа к нему. И даже вот так. Да. Отлично. Снабжают лечебками. Нет никого. И это все. Походу, как только я зайду на пешеходный переход, на меня вылетит Немезис. Да, веселуха. Иначе быть не может. О, сохранение пошло. Ну давай. Давай. Где ты? А вот он. А вот он весь. Как его коробит. Капец. Ха. Этот гад даже плавать не умеет. И идет такая. Карлос, отвечай. Да, как дела? Ничего не вышло. Поезд сошел с рельсов. Сошел с рельсов? Кто-нибудь пострадал? Все мертвы. Михаил, все. Черт. Николай бросил нас умирать. Что? Какого фига? Оно вернулось! Джилл, что случилось? Нифига себе! Джилл наконец научилась бегать. Что? Зачем? Ладно, беги. Я не пойму, я сейчас управляю или это заставка? Офигеть! Воу! Нифига себе, он мутировал! Такого не было в оригинале. Ты что, прямиком из Бладборна? Йоу, это бой с боссом. Ну, держись. На, жуй. Стреляй, Джилл! Что? На! Перезарядись, Джилл! Что ж ты так долго? На! Еще! Еще хочешь? На! Может быть, его не надо тут убивать?
Тут куча патронов. На, еще. Офигеть. И как мне с ним биться? На, гранату. Офигеть. Я не знаю, как с ним биться. Я в него все патроны высадил. Офигеть. Ну, явно ему нужно стрелять в лоб. Так, сейчас что-то будет. Перезаряжайся, Джилл. Ты куда? Офигеть! Офигеть! Я набрал всего, что мог. Так. Пум-пум-пум. Потом до пистолета. Конечно, вот это. Давай, перезаряжайся. Во, вот это жесть. Что? Он в башню полез? На! Ого! У-у-у! На, лови! На, еще лови! Офигеть! Где он? Где он? Да-да-да, быстрый. О, еще патрончики, всякое такое. Что мне там надавали? Патрон для пистолета. Еще лечебка есть. Хорошо. Я его чисто слышу, а не вижу. Офигеть! О-хо-хо-хо-хо! Резкий. Так. Лечимся этим. На. Там есть что-то. Офигеть, камера просто от него не отлипает. Что? Камера, успокойся. Нужно остановить его. Это понятное дело, что нужно остановить его, но как? Ага. Еще гранаты. Это что за гранаты такие? Артиллерийские мины. Ха! Опа, это интересно. Что если так? Не, плохая идея. Там была огненная бочка. Ясно. Опять прыгает. Да, трудно попасть. Я это понимаю. Так, на тебе сюда мину. На тебе... На тебе туда мину. Ха! Оу, он еще и... Вау, он еще и падая... Задел вторую мину. Фу-ху-ху, класс. Блин, я увел... Чуть-чуть в тайминге. На. На еще. Да сколько? Лечимся.
А нет, еще живем. Офигеть. Так, ну пока он побежал прыгать. Есть ли тут еще лут? Да, сзади меня. Нет, куда-то сюда. Понял, вижу. Где? А, еще сзади. Ха-ха-ха-ха! Так тебе и надо. Не успел. Фу. Ладно, сделаем это. Выкуси! Оу, Карлос, ты еще там? А, да ладно, ты свалил без меня сейчас? Черт возьми. Оу, вот это было круть. Оно одновременно и довольно просто, и довольно эпично. Ха. Вот чтобы было, если бы Джилл попала бы в Bloodborne. Она бы так вот разносила бы этих всех чудовищ. Джилл, закрой ворота. Да, закрой ворота. Оу! Вот. Оу. Оу. И да, как в оригинале, Джилл зарождили. Офигеть, я все это время наблюдал за боем. Интересно. Вы оказали мне большую честь, мисс Валентайн. Ого, ее ядом. Фига. Да. Примерно полдня спустя. Нифига себе. Как? Там уже что, 4 утра? Там солнце вон. Эй, отвечай мне. А, черт подери. Тайрелл, как слышишь? Что происходит? Джилл заражена. Я отвезу ее в больницу. Может быть, доктор Барт спасет ее. Ладно, там мы встретимся. Да уж. Держись, суперкоп. Я рядом. Класс. Да. Так, ну я так понимаю, теперь буду играть за Карлоса. И локация больница тоже была в оригинале. А еще там были хантеры из первой части. Сентября 21:20, больница. 21:20, вечер, полдня. Борис, Джилл. Я раздобуду тебе вакцину. Фу. Все будет в порядке. Я обещаю. Понятно. Можно дать ей типа лекарства. А что насчет, если... Тут есть сохранение? Да. Сохранимся. Можно уже сюда. Если ей дать спрей, просто. Нельзя. Ясно? А это можно в утиль.
Так, ладно. Так, ну что ж. Пора заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дон Стрэнджер. И это была 5-я часть Resident Evil 3. Всем до скорых встреч. Пока-пока.